Пришло время второй тренировки. На первой тренировке мы рассмотрели технику рывка, технику тяги рывковой, потому что это самое главное у этого спортсмена ошибка, это в движении на старте. Оттого мы поработали еще с тягой рывковой. И я хотел посмотреть, как спортсмен приседает на груди. И как раз перед толчком на второй тренировке размять колени, движение толчковое, вставание. Вторая тренировка у нас будет толчок классический, тяга толчковая и приседание на плечах. Смотрим технику, разбираемся. Тем более спортсмен говорит, что основные ошибки в движении это толчок. Толчок не идет. Будем заводить толчок. Поехали, вторая тренировка. В понедельник. Значит, продолжаем тренировку. Получается, я на тебя не обращаю внимания, ты разминаешься как обычно. Я смотрю, какие ошибки и тренировочно, и технически. Мы разбираем полностью все то, что ты делаешь. Не обращаешь на меня внимания, разминаешься, как обычно ты разминаешься в толчке. Сразу отслеживается та же ошибка, что и в рывковом движении. Ты, получается, швунгуешь, правильно? Ты не толкаешь с груди. Понятно. Ну все, будем сейчас разбираться. Давай, продолжается тренировка дальше. Значит, один подход на 50, второй подход уже на 60. Смотрим. То же самое из того, что дергает стартом, не получается подрыв легкий. Размазывает подрыв. А кто тебе сказал, что... Как ты вообще решил, что перестал толкать и решил швунговать? Вначале как бы разношенность она по себе не шла. И маленький весал вообще, что это, допустим, элементарно. Со швунгом я могу толкнуть 90-95, то с разношенностью у меня, не знаю, еле оттолкается 70-75. Да. То есть что-то как идет плюсом, я не знаю. Вот тренер сказал, что как бы гибкость хорошая плеч. То есть получается уходить технически все. Но как бы контролировать тяжело. Что я понимаю, что чем больше веса, тем больше физической силы там. Поэтому тоже как бы связь есть плюсы и минусы. Ну, как бы говорят, если прям 100% чтобы быть уверенным, ну, в швинге, можно просто пониже уходить. Не так высоко, а чуть пониже. Понятно. Решили попробовать чуть-чуть толкнуть, посмотреть. Все-таки, может быть, ошибочное решение было отменить толчок. Если, как говорится, уже начинать, то уже нужно пробовать. Ну ясно. Забыл уже, как толкать. Ну что, ты, короче, будем работать над швунгом. Без вариантов, возвращаться смысла нету, да, за неделю мы не успеем. Тогда работаем над швунгом. Но на самом деле, я считаю, что как бы там ни было, ты должен практиковать и швунг, и толчок. Да, тебе нужно тренироваться по-любому. Толкать
Люди, которые швангуют, я считаю, что обязательно нужно иногда подталкивать, чтобы не забывать движение. На самом деле тяжелый атлет должен быть разноразвитый, он должен быть полностью координированный. Я же умею толкать и шванговать, почему ты должен только шванговать? Чё, как просто забыл, у меня раз и повело сразу. Ну ничего страшного. Размазывает подрыв, нету щелчка, не мощный подрыв. Мягкий подсет и ныряет. Нету жесткости движения. Раз плюс раз делает. Та стреляет. Ну и с такими тренировками, как он делает, физухи совсем нет, от того толчок не идет. Нету физухи и не использует мощность своего тела, нету взрывных качеств. Нужно тренировать взрывные качества. Ну все, основные ошибки мы знаем. Так что мы договорились, сейчас чуть-чуть выше подрыв и щелчком. Старайся то же самое, что в рывке. Тазом не стреляй, грудь вверх идет первая. Таз повыше, плечом накрой штангу. Да, плавно съем, грудь вверх пошла, ножками снимай. О! Сейчас то же самое, давай еще раз на грудь. Сейчас то же самое, только щелкни и топни. Таз повыше. Грудь вверх идет первая, грудь вверх. Неплохо, уже неплохо, но все равно мягко. Очень мягко. И топни ножками. Чуть-чуть, может быть, распрыгивайся, в сторону ножки чуть-чуть разбрасывай. Мягко. Мягенько. Добавь жесткости. Добавь силы подрыва. Щелкни подрыв, не размазывай его. Должен быть подрыв толщиной штанги, а не размазывать. У тебя 20 сантиметров, ты его размазываешь. И топни ножками. Чуть-чуть плечом штангу накрыл, тазик повыше. Да. Нет, очень мягко. Еще раз давай. Жестко подрыв. Выдели и топни. Сильно-сильно ногами топни. Ну где прыжок? Что это? Что за мягкость? То же самое. Топни ножками. Только плавный подсет, мягенький вниз. И мощно вверх. О! Уже лучше. Еще сильнее топни. Топни. Более или менее. Понимаешь? Почему не идет толчок? Не хватает физухи? Ты еще плохо на грудь берешь. Оттого у тебя совсем нет силы шванговать. Как возьмешь на грудь, так и толкнешь. Будешь легко на грудь брать, будешь легче шванговать. На самом деле не с груди проблема, а проблема то, что ты тяжело на грудь берешь, а потом тебе уже тяжело толкнуть. Возьми хорошо на грудь, жестко, и так же жестко толкнешь. Вот сейчас вот ты шванговал намного лучше, чем на грудь брал. На грудь брал очень плохо. 2 раза на грудь, раз швунг. Грудь первая, идет вверх ногами, снимаешь и дай со всех сил подрыва. И топни ногами. О! Подрыв был, я даже услышал его. Чуть-чуть повыше. Подрыв остался у тебя в подрыве. Ну, капельку повыше сделай подрывчик. Таз повыше. Плавно снимаешь. Мощно! Ну, чуть-чуть не то, но уже. И сейчас топни ножками. Топни ножками. Ну, с координацией еще у тебя чуть-чуть хуже. Потому что не наработано, мало тренируешься, делаешь там раз плюс раз постоянно толчки. Нужно 2 плюс 2 делать, 3 плюс раз, 2 плюс 3 можно делать. Понимаешь? У тебя чуть-чуть получается раскоординация. Да, но второй раз ты выделил хорошо, но дальше ничего не сделал. Ты начал дальше, надо было сильнее топнуть ножками, продолжить движение мощное. А ты, получается, первое начало сделал мощный подрыв, и потом плавненько, конечно, непонятно как-то, короче, не сформировался. Ножки пошире. Таз повыше.
Плавно начинаешь и мощный подрыв. Топни ногами. О! Уже чувствую жесткость. Только ты топаешь как... Сначала одной, потом второй. Ты должен одновременно, синхронно должны быть ноги топать. Но ты не под отбой берешь, ты в сет берешь. Топни. О, неплохо. Лучше, лучше, красивее. Ну так топать нужно, ты добавляешь жесткости, снимаешь лишние килограммы. Понимаешь, ты не растянутый, как резина, а жестко. Жестко добавляешь и... Вот, ну, жестко. И чем жестче ты будешь с ней, тем она будет более и более послушнее. И, кстати, мы пришли к такому мнению, что вот эти вот кроссфитовские штангетки, покажи их, они все обрезинены, и от того, видишь, они как кроссовки, и от того тоже получается маленькая такая амортизация, и не может человек добавить жесткости. И это могло также перейти в технику. Если у меня штангетки деревянные, я слышу свой топот, ну, что можно жесткости добавить, они ни капельки не амортизируют, то эти штангетки, они мягкие, обрезиненные, и человек из-за этого еще меньше добавляет жесткость. Понимаете? Штанга не должна амортизировать. Она должна отлетать, как пуля с пистолета. Никакой амортизации. Если чуть-чуть руками тянешь, в подрыве штанга амортизирует. Я много раз объяснял. И эти тоже кроссовочки, они не дают спортсмену добавить жесткости. И эта мягкость может перейти потихонечку в технику, и человек может мучиться из-за этого. Так, давай добавляем мощный подрыв. Грудь вверх пошла. Есть. Только чуть-чуть локти опускаешь, как на грудь берешь и распускаешь пальцы. Также жестко должны... Набросил на себя. Не сформировался. Топни ножками. Перебросил, нужно вверх. А ты слишком сильно за голову вытолкнул. Нужно четко вверх. Да, тебя же шатануло. Давай. Таз капельку повыше. Плавный, мощный съем. Чуть-чуть все выше таз. Еще выше. Вот и мощный подрыв. Со всех сил топни ногами. Чуть-чуть набрасываешь на себя. Чуть-чуть выше подрыв и сильнее топни ногами. Таз повыше. Сильнее топни ногами. О, уже ты встретил, как высоко, хорошо, четко штанга заскочила на грудь. И топни то же самое. Топ. Ну вот. Кидай. Ну вот это вот проблема. Сколько ты занимался турниками лет? 3 года. 3 года. У тебя, получается, мышцы, которые тянут, они не дают тебе локоть включать. Получается, вот эти вот мышцы, которые, получается, выталкивают, они у тебя почти одинаковые, даже, может быть, у тебя тянущая мышца сильнее, чем выталкивающая. Я выталкиваю, они сыграли. Вот. Оттого я говорю, что это называется игра локтей, потому что вот тянущие мышцы, они постоянно тебе согибали локоть. Оттого я и говорю спортсменам, что подтягивание – это не очень хорошее упражнение для штангиста. Подтягивание. Отжимания на брусьях отлично. Вот это все мышцы, которые выталкивающиеся, это которые, получается, разгибающие локоть, они нужны. А если перекачиваешь те мышцы, которые сгибают локоть, как подтягивание, например. Отжимания от пола. Отжимание, так это же отжимание, ты отталкиваешься. Отжимание хорошо, отжимание брусьев от пола это отлично. Но лишнее вот эти вот, некоторые делают подтягивания плюс выходы на 2 руки, на 1. И это уже нельзя, это ты перебарщиваешь, и получается из-за этих мышц, которые ты перекачиваешь, тебе очень сложно потом втыкнуть локти. Они перетягивают и не вырубают этот локоть. Так что на 10 раз как руки подряд. Ну, вот от того у тебя сейчас локти играют, что у тебя эти мышцы чуть-чуть дают о себе знать. Они постоянно вырубают себе локоть. Давай. Таз повыше. Таз повыше. Пяточки пошире. О. Натяни, с кисточки натяни. О. Ну, уже жесткий подрыв. Молодец. Еще разок. Таз повыше. Пяточки пошире. Уже лучше. И топни ножками.
Плавный подсед и мощный вверх. О! Отлично! Молодец, неплохо. Уже лучше. Уже я вижу жесткости ты добавил. Уже ты понимаешь, что нужно добавить жесткости. Раз на грудь, два с груди. Таз повыше, не накидывай на себя штангу. Раньше встречай. Топни ножками, мощный подрыв. Неплохо. Два с груди. Топни тоже ножками. Дернул чуть-чуть. Ты быстро в подсед уходишь. Плавнее подседай. И мощно вверх. Ну куда потерял? Видишь, жесткости нету и начинаешь нырять ее туда. Нырнул и клюнул носом вперед. Жесткости добавь. Встречай повыше, не набрасывай на себя. Низковато подрыв выделил. Жесткости, добавь жесткости. Получше чуть-чуть. И топни ножками. Плавно подсед. Ну, теряешь чуть-чуть. Но это потому, что ты постоянно мало тренируешься. Оттого у тебя и раскоординация. Будешь бомбить чаще, то и координация уже, будешь как часы. Все время будешь втыкать. Делай нужные упражнения постоянно, и все будет нормально. Чуть-чуть акцент расставил, и все. Так-то движение у тебя неплохое. Просто акценты нужно расставить. Плавный мощный съем. Самое главное подрыв. Таз повыше. Плавный мощный съем. Подрыв. Плавно снимай и мощный подрыв. Неплохо взял на грудь. Плавно мощный подсед. Топни ножками. Не точно. Еще разок. Аккуратно. Мощно. Ну не попадаешь чуть-чуть. Не срывай со старта. Вот как ты срываешь, не срывай со старта. Таз должен на месте, ногами снимай. Плавный съем. И жесткости, добавь жесткости. Штанга не любит мягко. Чуть-чуть вперед прыгнул. Еще разок. Мощно, мощно. Еще мощнее. Чем больше устал, тем сильнее давай. Со всех сил. Размазал подрыв. Не отлетело. Плохо отлетело. Плавненький подсед. Четко вверх топни. Со всех сил. Не залетает. Но с большего у тебя нормальное движение. Просто не хватает силы. Добавь подрыва. Топни. Не забывай, что нужно сделать все жестко. Со всех сил. Натянулся и как бомба. Со всех сил. Мягко. Потерял ее. Со всех сил. Топни ногой. Дожал. Вот такая херня у меня вылетает частенько. Дожимаю я весами. Чего ты расстроился? Все нормально. Я специально хотел посмотреть, как ты дожимаешь. Работать нужно, не тренировать. Хватай сил дожимать, а не считаю, если может дожим у меня. Все нормально, будем работать. Я швом жимовой делал 100 килограмм, а вытолкнуть не могу. Потому что не хватает мощи, у тебя полета. Ты не можешь ставить, чтобы она полетела. Тебе, кстати, швунг-джима не надо делать, тебе хватает силы. Тебе нужно взрываться. Тяни руками в подрыв. Выдели подрыв спиной и ногами. Сделай мощный подрыв, чтобы зазвенела штанга. Натянись. Мощный подрыв. Со всех сил. Мягенько, не полетело, но уже лучше. Топни ножками. Мощный подсед. Ну жмешь, не выталкиваешь, понимаешь? Ты должен ногами выталкиваться, а ты жмешь, прожимаешься. Спинку накрой, оставляй спину для подрыва. Не руками подрыв выделяй. Выделяешь подрыв руками. Плавно снимай. Ну куда? О, видишь, дернул. Где подрыв? Давай. Не дергай, плавно.
Ручищами подрыв. Руками подрыв выделяешь. Покажи мне щелчок. О, щелчок сделал, но таз стрельнул. Выделяй подрыв спиной. Не делай разгибания. Делай мах, подрыв. Не делай разгибания тела. Ты делаешь не тягу, а выпрямление какое-то. Таз повыше. Плавно грудь вверх пошла. Плавно, плавно. О, подрыв. О, уже лучше. Таз повыше. Куда? О, плечом накрыл штангу. Плавно, о, мощный подрыв. Хорошо, уже лучше. Таз повыше. Терпи, таз повыше, еще выше, выше, выше. Плечом штангу накрыл. Плавно вверх. Плавно, плавно, мощный подрыв. Чуть-чуть локоточками все равно. Чуть-чуть руками подрыв выделяешь больше. Мы же работаем. Все нормально. Главное, снимай правильно и выделяй подрыв. Таз повыше. Плечом накрывай штангу. И не хватай, не делай хапок. Натягивай кисточки. Да, грудью вверх. Плавный, мощный съем. Подрыва не было. Подрыва не было. Ну, руками тянешь, надо бы ногой, спиной подрыв выделять, а ты, ну, руками хватаешь, руками подрыв выделяешь. Оттого и не шумит она у тебя. Таз повыше, выше таз. Отлично. Плавный съем, держи спинкой, не стреляй тазом. Вот. Ну, конечно, уже 3 часа тренируемся. Как-то можно 2 упражнения 3 часа делать. Много разговариваем. Уже на данный момент ровно 3 часа, как мы тренируемся, и 2 упражнения не можем сделать. Кстати, с утра тренировались мы с тобой 4 часа. 4 упражнения, 4 часа. Ну, а сколько ты делаешь обычно тренировку? 45 минут? Час? Если чуть-чуть заговоришься с друзьями, то 1,5 часа. Ну вот, видишь, мы сегодня уже 7 часов тренируемся. Мы как обычную рабочую смену на заводе. Оттого я и говорю, если бы я своими усилиями, вот те усилия, которые я прилаживаю в тяжелой атлетике, занялся бы, например, если бы я был строителем, например, каким-нибудь, я бы уже, не знаю, я бы уже построил бы какой-нибудь город. Один раз женщина одна ко мне подходит, говорит: а что это за у вас вид спорта такой? Вышли, в рывке 3 раза подняли и в толчке 3 раза подняли. Я говорю: ну, вы знаете, у нас еще есть там зал, где мы час разминаемся, и в одном и во втором упражнении. Я говорю: соревнование — это кульминация 20 лет тренировок. Все, давай, разозлись. Таз выше. Мощный съем. Поехали. Подрыв. Ты машешь назад и падаешь на пятки. Ты вверх должен выделять все. Двигай вверх. Вверх. Мощно. О, видишь, сразу на пятки валишься. Чуть-чуть бы концовочку, носочки. Носочки выйди. Трапеции к ушам. Плечи к ушам. Руками. Ну и что, пошел? Встал. Смотри, я все выложу. Я без прикрас все делаю. Я ничего не нахваливаю и ничего не убираю. Можно сказать, чуть ли не прямой эфир. Тренируй психику. Если не получается, нужно злиться, а не отчаиваться. Все нормально. Тем более, работа уже какая проделана. Все, давай следующее упражнение. Приседания. На плечах. Ну что, первый день тренировочный подошел к концу. Как вам, Виктор, ощущения? Начните с самого начала. Ощущение так... Началась тренировка у вас сколько у вас?
Первая тренировка или вторая? Первая. Первая тренировка в 9 часов. Продлилась она примерно до полвторого до 2 часов. Вот, ну, Сколько вы делали упражнений? ой, упражнений было где-то 3-4, но они были достаточно объемные. Объемность была не такая, как у меня обычно проходила в Самаре. То есть эта объемность была достаточно большая. Ну и что вы по технике, что вы решили там, что у вас? Ну, по технике, как бы для себя уяснил, Или вы что- так устали, что забыли все уже? Нет, как бы все помню. Вот основные свои проблемы про постановку ног, про ширину хвата, про то, что нужно выделять подрыв. На старте нужно делать все не рывком, а медленно стартовать и выделять подрыв. А самая главная ошибка какая у вас была? В рывке И в рывке, и в толчке. то, что я тазом подергиваю, таз высоко. Вы тазом идет. перед тем, как снимать штангу, вы выпрямляете ноги, а потом спиной штангу снимаете. Это очень важно. А вторая тренировка? Вторая тренировка у меня началась в 6 часов вечера. Продлилась она, Сейчас сколько? Сейчас 9:30. да, сейчас, ну, продлилась она, так сказать, до 9 часов. Пока я там прособирал, сейчас уже время где-то 9:30 получается. Ну, грубо говоря, 3 часа она продлилась. Ну, естественно, что, усталость накопилась с первой тренировки. Как бы со второй тренировки все добавилось. Сейчас, так сказать, Мы будет еще... и как лимон, могу сказать. И расскажи, что ты еще 2 упражнения не доделал. Да, 2 упражнения еще не доделал. Мы всего лишь за 3,5 часа 2 упражнения Как бы смогли тяжело сделать. представить, что был бы со мной, если бы доделал еще 2 упражнения. К часам к 11 закончили бы. Да. Ну, я хочу от себя сказать, это была тренировка чисто техническая, это было не 7 часов подъемов, это было, можно сказать, 4 часа объяснений в основном, правильно? Ну да. Если бы Думаю- 7 часов подъемов было, мы бы уже давно уже... Думаю, сейчас с ошибками разобрались, завтра будет поменьше уже времени. С завтрашнего дня мы начинаем тренироваться. Сегодня мы, Сегодня даже была и не Заня- тренировка. Как вы сегодня мы занимались чисто техникой и Сегодня была не тренировка, разбирали ошибки. но тоже будет завтра. А завтра будет тренировка. Ну, завтра мы будем просто тренироваться как часы, и все. Тем более завтра, да, тренировка, можно тренироваться много, долго. Как говорится, ты хотел по олимпийской программе? Хотел, я как бы не жалею, я от Вот своих слов не отказываюсь. Буду Ты меня тренироваться. выдернул в 3 часа ночи на вокзал встречать тебя. Вот теперь крепи, как говорится. Не буду стараться по полной выкладывать. Свои слова я не забираю обратно, также буду стараться. Ну что, а я, как говорится, поздравляю тебя с первым днем законченным. Ты проявил себя неплохо, молодец. Я думаю, что мы эту недельку выдержим, и ты выделишь для себя Буду массу. стараться. Для меня это принципиально. Правильно. Так и принципиально нужно вообще в жизни все делать. Главное, с умом. Ну все тогда. Всем до завтра. Всем всего доброго. До завтра. До завтра.